Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом выпуске мы с вами отправимся в поход к Большому Алматинскому озеру, которое находится в Казахстане близ города Алматы. Мы отправимся в поход по не совсем обычному, но очень живописному маршруту, который не столь популярен у туристов, но тем не менее он достаточно легкий и проходит среди красивого ущелья, скрытого от посторонних глаз. Думаю, это видео будет интересным и для тех, кто собирается покорять Алматинские горы, и для тех, кто предпочитает путешествовать виртуально, не выходя из своего дома и находится очень далеко. Вы окунетесь в атмосферу гор Заилийского Алатау и нашего недавнего похода. Приятного просмотра! Большое Алматинское озеро находится в 15 километрах южнее города Алматы на высоте 2510 метров над уровнем моря. Как и подавляющее большинство озер Тяньшани, оно возникло в результате землетрясений. Прежде чем начать свой трек, сначала мы доехали на своей машине до гостиницы, в которой у нас был забронирован номер. И уже после заселения мы отправились в наш поход, который начался по тропе чуть выше гостиницы. Здесь нам нужно преодолеть затяжной подъем, а дальше мы уже выйдем на красивейшее плато под названием Шукур или Лунная поляна, геотег которой вы сможете найти в описании к видео. По сути, этот маршрут идет параллельно тому привычному маршруту, по которому туристы ходят на Бау чаще всего. Только находится он левее и проходит через ущелье, к которому нужно подняться по горе. Как я уже ранее говорила, ущелье это очень живописное, и на пути встречается очень мало туристов. Мы почти уже дошли до Лунной поляны, с которой будем подниматься на гору, но перед этим мы решили перекусить шоколадками и подкрепиться перед подъемом на саму гору. Здесь слева есть родники, из которых можно, не боясь, набирать себе воды. Она питьевая. Вот этих родников до поляны Шукур уже рукой подать. Такая тут красота, прям налюбоваться не могу, так люблю это место. Такое плато шикарное, вид такой открывается, панорама. Нам вот на ту гору. Будем на нее подниматься и пойдем дальше на Бау, на Большое Алматинское озеро. Тут туристы с палатками идут, с ночевкой. Люди идут в горы. В прошлом году оборудовали вот это вот место. Там поставили беседку, качелю. Там люди качаются. Сейчас поближе потом покажу. Место оборудованное для палаток, я так понимаю. Суслики кричат. Не знаю, слышно на видео или нет. Они обычно в камнях живут, в этих вот, в таких. Классно, кто-то качается на качели. Тоже хочу. И там кто-то сидит в беседке, оказывается. На эту тропинку и наверх за гору, а там уже будет
Плата, по которому будет легко идти. Самое главное вот эту вот гору преодолеть сейчас. Такая слышимость классная. Сегодня у нас день после дождя, и вот эти тропы немного подмокшие, но на самом деле это даже комфортнее, чем когда они сухие, потому что они не обсыпаются. Сцепление хорошее получается. Сегодня классно тем, что дует ветерок, и не так за счет этого жарко. Когда ветерка нету, конечно, по солнечной погоде подниматься намного сложнее. Такой вот открывается вид на это плато сверху уже. Там спас-домик оранжевый виднеется. Кто-то на байках, на электробайках сюда приехал. Вон там вот точечки, вон они. Самый крутой здесь участок, осталось подняться. Он тут прям осыпается, поэтому обязательно нужно с палочками ходить и в специальной обуви с протектором, чтобы подошва с протектором была, чтобы было хорошее сцепление. Иначе это очень опасно. Можно кубарем укатиться. Посмотрите, там какой склон. Вон тот указатель, там еще лавочка. Это мы уже выходим на плато. Самый сложный участок уже пройден. И теперь уже будет не так сложно подниматься. Здесь возле этой лавочки, кстати, не только в этот год, но и в прошлый, селятся какие-то осы, осторожно. Они прям земляные какие-то. Прям много здесь этих ос. Осторожно, наверное, они могут ужалить. Все, чуть-чуть передохнули, пойдем дальше. Нам теперь вот в это ущелье по прямой практически дороге постоянно. А вон там вот орел парит, или кто это, беркут. Красота. Повалило молодые ели, причем много. Видимо, лавина сошла когда-то здесь. Ну, видимо, в этом году. В прошлом году мы этих елок не видели. Прям с корнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Фух, ну опять небольшой подъемчик. Запыхалась. Но это того стоит, конечно. Эх,
жалко, здесь иван-чай еще не зацвел. Так надеялась, что здесь тоже уже будет цвести он. Так было бы все прям розовое. Здесь, видимо, чуть повыше и ночами похолоднее. Поэтому он еще не зацвел. Ты здесь хочешь привал сделать или на других следующих беседках? Нет, это там еще же есть беседки. Это первые беседки. Здесь тут было несколько беседок. Да-да. Ну вот, там вот этот подъем, и там еще есть беседки. Мы не здесь сидели с тобой. Друзья, подписывайтесь на мой канал, а также комментируйте видео и ставьте лайки. Это очень важно для продвижения моего канала. Вам не сложно, а мне приятно. Красиво, да? Почти дошли до Большого Алматинского озера. Вот за тем бугром как раз нас ждет озеро. Но мы вот здесь вот на плато во враге. Там есть беседки. Мы сядем, сделаем небольшой привал, поедим нормально, подкрепимся. Потому что уже обед, 3 часа, потом уже пойдем к Большому Алматинскому озеру. Что-то везде прям елки повалило. Ну вот, это последний такой овражек, можно так сказать. И мы уже почти у цели. Включила я широкоугольную камеру. Тут на самом деле не такой крутой спуск, как может передать моя камера. Но хочется показать просто масштаб. Мне так нравится вот этот можжевельник. Так его люблю почему-то. Это кустарник хвойный. Кстати, он так вкусно пахнет, когда светит солнце. Испаряются фитонциды от него. Хвойный такой прям запах идет. Завершили мы трапезничать. Собираемся теперь пройтись к Большому Алматинскому озеру. Женя пойдет он по холму, а мы пойдем между двумя горами. Ну, между вот этим холмом и горой. Тут, в принципе, все тропы приводят на Большое Алматинское озеро. Так что не потеряемся. Встретимся чуть позже с Женей. Красота.
Здесь с какого ракурса не взгляни на это озеро, везде красота. Чуть повыше хотим забраться, чтобы сверху на озеро посмотреть, потом пойдем вниз. А это Эдельвейс. В зависимости от времени года и погодных условий озеро меняет свой цвет. Накануне за день до нашего похода в горах был дождь, поэтому сегодня озеро мутное и не такого бирюзового цвета, как обычно, а более блеклое, так как впадающая в озеро река принесла за собой грязевые потоки. Летом Большое Алматинское озеро, как правило, молочно-бирюзового цвета. Это все потому, что реки, питающие озеро, несут очень много светлой взвеси и глины с ледников. Осенью, когда таяние ледников уменьшается, озеро становится более насыщенного бирюзового цвета. Эти кадры уже с другого нашего похода на Пау, сделаны на 1,5 месяца позже предыдущих, уже в сентябре. Посмотрите, как поменялся цвет у озера. А ближе к зиме и в начале весны цвет у озера меняется от ультрамаринового и темно-синего до почти черного. Сейчас уже 6 часов. Будем возвращаться вниз, спускаться. А я все никак не могу перестать снимать. Так еще красиво. Здесь иван-чай цветет. И под вечер озеро как будто более бирюзового цвета стало. Там еще такая лавочка внизу. Прям так и манит посидеть. Но уже пойдем вниз. В горах цветет шиповник в середине июля. Запах от него обалденный. Обожаю горный шиповник. Поднимались мы к Бао через поляну Шукур, а спускаться мы будем по серпантину вниз, уже по другой дороге. Она тоже не менее живописная, просто там больше людей, как правило, и машины иногда ездят. Ой, как классно! Там на озере уточки. Вон плывут. Точечки. Там уточки за кем-то охотятся, ныряют. Плохо видно, конечно, их. Либо плещутся, либо каких-то мальков ловят.
Прохладно становится, солнце за горы ушло. Скоро придется кофту надевать. Сразу такой ветер и воздух холодный. Пока, конечно, терпимо, можно еще идти в рубашке, но контраст ощущается по сравнению с дневной температурой. Мы, кстати, уже спускаемся, а кто-то к этому времени, сейчас 7 часов, только поднимается наверх. Я не знаю, как они, по каким темникам собираются вниз идти. Многие, причем, не берут с собой теплую одежду. Это очень опасно. Спускаться нам, наверное, час-полтора еще вниз. Причем до того места, где у нас машина. А так, наверное, часа два с половиной до шлагбаума, который стоит верхний. Так что, если не на машине, то это вообще очень много придется идти, да? Сколько примерно? Если не на машине, сколько примерно спускаться? Часа два, да? Думаешь, мы до нашей машины сейчас быстрее, да, дойдем? За час, за полтора? Будем сокращать свой путь. Вот здесь вот идет тропа. Ага, очень красиво. Так, ну, здесь мы тоже сокращаем. Я, к сожалению, не показала наш путь, но там, где крутые повороты по серпантину, есть возможность сократить. Вот мы как раз это и делаем. Но здесь, конечно, покатый склон, надо идти осторожно. Помогай себе палочкой. Грибочки? А, земляничка. Сейчас сниму. Целая полянка землянички. Земляничка, она такая ароматная, горная. Ну тут классно, мне нравится здесь сокращать путь. И тут вот выход на дорогу. Красивый такой. А мы идем и все снимаем и снимаем, не можем остановиться никак. Такая красота везде. Просто везде красотища. Везде еще разнотравие всякое цветет. Вот это вот иван-чай. Запахи еще здесь великолепные, помимо того, что здесь горный воздух. Свежий такой, холодный, как будто бы зимний. Так еще и все цветет. Ух, красота. О, земляничные места. Начинается. Много? Целую полянку земляники нашла. Но что-то пока что в этом году она еще не успела созреть нормально. Хотя уже, что у нас, почти август. Какая-то мелкая она. Но тем не менее вкусная. О, какой закат. Ох, не знаю, видно будет или нет. Там вот внизу, там, где горизонт, это все город Алматы и смог. Так что мы приезжаем в горы не только погулять, полюбоваться, но и подышать.
Облака красивые